Всем привет! Что если я вам скажу, что в Confi.ui есть нода, которая анализирует изображение, пишет за вас промпт для последующих генераций и делает это не хуже, чем чат GPT. Я расскажу, как установить эту ноду, как ею пользоваться, а также поделюсь, как обычно, своим техпроцессом, который можно будет скачать либо с Telegram, либо с Patreon. Но обо всем по порядку. Погнали! Вы наверняка подумали, что это нечто подобное, что есть в других генераторах изображений под вывеской Image to Text. Но вы ошибаетесь, это далеко не так. Для тех, кто не знает, что означает понятие Image to Text, кратко поясню. Оно означает действие, которое будет выполнять нейросеть. В данном случае анализировать изображение и переводить его в текст. Также существует понятие Image to Image, анализирование изображения и последующая генерация. Image to Video, анализирование изображения и постройка по нему видеоряда, анимаций. Voice to Text, перевод голоса в текст. Text to Voice, анализирование текста и воссоздание его голосом. И прочее. На самом деле их очень много, и каждый день появляется нечто новое. И для того, чтобы заинтриговать вас еще больше, я расскажу, что же вы видите перед собой на экранах. Первое – это изображение, которое мы подгружаем в Confi.ui. Второе – это нода, которая будет анализировать это изображение. Собственно, та нода, которую мы и будем устанавливать, называется AutoCaption. И третье – это результат генерации. А фишка главная этой ноды в том, что она пишет промпт не просто тегами, а целыми предложениями. Можете сами в этом убедиться. Что также на примерах я продемонстрирую немножко позже. Для того, чтобы установить эту ноду, давайте воспользуемся инструкцией, которую мы можем прочесть на страничке GitHub, посвященной этой ноде. Найти ее можно будет по ссылочке в описании. Крутим вниз и находим Installation. Нам необходимо открыть папку Confi.ui. Далее идем в папку Custom Nodes. И здесь необходимо запустить командную строку. Для этого в строке поиска папки пишем команду cmd и нажимаем Enter. Мы запустили консоль. В консоли нам необходимо теперь прописать git clone и скопировать ссылку на репозиторий. Для этого нажимаем зеленую кнопку код и копируем. Вставляем и нажимаем Enter. Все, репозиторий скопирован. Можем продолжать установку. Читаем дальше, что нам необходимо сделать. Далее необходимо перейти в папку с установленной нашей нодой. Ищем ее. Вот эта папка. И здесь также запускаем консоль. Но только здесь нужно копировать и вставить будет вот эту команду. Но прежде чем мы это сделаем, нам необходимо немножко подправить текстовый документ requirements. Для этого опять возвращаемся в нашу папку Confi.ui. Находим текстовый документ requirements. Я уже скопировал, вставил. Вам достаточно скопировать вот этот текст и вставить его дополнительно в этот текстовый документ и сохранить. После чего можно спокойно копировать ссылку и вставлять ее в консоль. Нажимаем Enter. Необходимые пакеты, которые мы прописали, доустановятся. И на этом, в принципе, процесс будет закончен. Все, поздравляю вас, процесс установки этой ноды завершен. Для того, чтобы протестировать установленный инструмент, нам понадобится минимальный набор нод, состоящий из ноды Load Checkpoint, загрузчик checkpoint модели, Empty Latent Image, создание латентного пространства, собственно, габариты будущего изображения, Load Image, загрузчик изображения, AutoCaption, нода, которую мы только что установили, собственно, она будет генерировать промпт. Clip Text Encode — это две одинаковые ноды на самом деле, просто поле текста конвертировано в input. Вот таким вот образом. Вернем виджет.
Эта нода отвечает за кодирование текста для дальнейшей обработки в генераторе изображений, в сэмплере. Via Decode – нода, которая декодирует сгенерированное изображение из латентного пространства в обычное. Нода Save Image показывает результат и сохраняет итоговое изображение. Давайте соберем все ноды в техпроцесс и сгенерируем изображение. Для начала соединим все ноды. Первая модель. Модель мы подключим к сэмплеру. Далее клип. Клип подключаем в энкодеры. Latent отправляем в сэмплер. Загруженное изображение подключаем к нашей ноде. И Output Caption подключаем к инпуту текст. Это будет наш позитивный промпт, поэтому соединяем его с инпутом позитив. И негативный промпт input negative. Далее на выходе из сэмплера мы получаем латентное изображение, и для его декодирования нам понадобится еще подключить via. И собственно соединяем image в image, ноду save image. В принципе, можно приступать к генерации, но давайте рассмотрим нашу ноду поподробнее. Из чего она состоит? Итак, первый пункт – это модель, которая занимается анализированием загруженного изображения. В данном случае это модель Blip. Также есть вторая модель, которая может это делать, называется Lava Model. Модель Lava весит 15 гигабайт. Я ее не устанавливал, потому как Blip мне понравился очень сильно, как работает, поэтому я не вижу смысла устанавливать еще и Lava 15 гигабайт. Далее использовать либо одну модель, либо обе сразу. Это будет 16 гигабайт. И пункт Blip Caption Prefix – это пункт, в котором мы пишем, по сути, позитивный промпт, то есть акценты, на которые нужно обратить внимание нейросети при написании промпта. То есть на самом деле это будет просто первые теги в промпте. Далее поле, в котором пишутся запросы для нейросети, но для Blip модели они не работают, насколько я понял, потому как удалял все и ничего, не было никакого влияния на результат. Скорее всего, они предназначены для модели Lava. Она работает по принципу GPT модели. Далее пункт Temperature также влияет либо минимально, либо вообще не влияет на результат. Следующий пункт Repetition Penalty, пункт, который отвечает за максимальное соответствие, либо минимальное соответствие увиденного нейронной сетью на изображении тому, что она пишет в промпте. То есть, если мы выкрутим это значение на минимум, то есть она будет анализировать это изображение более произвольным образом. Поэтому я ставлю 1.95. Мне понравилось, как работает в таком варианте. Далее количество тегов, сгенерированных нейросетью, минимальное 60 я поставил, потому как учитываются не только сами теги, то есть слова, но еще и знаки препинания. Поэтому поставил 60. Можно играться с этим параметром уже как хотите. Максимальное количество я поставил 120. Search Beams – это количество обращений при анализе к изображению, то есть количество проходов анализа. Если ставить 0, выдает ошибку. Соответственно, лучше всего использовать значение от 1 до 6. Значение в 10 увеличивает просто длительность обработки, а все, что выше 10, никакого влияния на результат не оказывает. И если выкрутить на очень большие значения, у вас просто может зависнуть интерфейс. Поэтому лучше всего работают значения от 1 до 6, как я уже сказал выше. Предпоследним идет пункт Exclude Terms. Это, собственно, исключаемые термины. То есть те теги, которые при нахождении на изображении нейросеть не будет учитывать в написании промпта. И последнее поле – это сгенерированный промпт нейросетью. Как мы можем уже убедиться, здесь не только простые теги по типу concept art, который я, кстати, указал в качестве префикса,
Ну и целое предложение. В негативном промпте можете писать, что вам нравится. Если мы сейчас нажмем «Генерировать изображение», то у вас начнется процесс загрузки модели. Модель весит, напомню, 1,8 гигабайта, поэтому придется немножко подождать. Я же нажимаю «Генерировать». У меня модель уже скачана, она уже сработала. Сейчас подгрузится модель Checkpoint и посмотрим, что у нас получится. И вот наш тестовый результат готов. Ну а мы пойдем дальше. Перед собой видите все примерно то же самое, но в более структурированном виде. Понятное дело, что этот техпроцесс можно было бы сделать еще более компактным, но я решил оставить все линки и связи для того, чтобы любой, кто откроет этот техпроцесс, мог в нем легко разобраться. Давайте рассмотрим его поближе. Первая группа — это загрузчики. Здесь находятся ноды Load Checkpoint, Load Wire, а также Empty Latent Image. Во второй группе у нас проходит генерация изображения, создание промпта и на его основе генерация. И, соответственно, сохранение изображения. Давайте запустим генерацию, проверим, как работает. И этот workflow можете скачать на моем телеграм-канале, либо же на моей страничке в Patreon. И как видите, все работает замечательно, так что качайте и пользуйтесь. Вот парочка примеров, как пишет промпт эта нода. На входном изображении Дарт Вейдер. И в итоге мы получаем вот такого вот Дарта Вейдера. Ну, соответственно, при рандомной генерации будут и другие. Факт в том, что она определяет, кто это. То есть здесь я даже не писал никакого префикса. Эта нейросеть автоматически определила, что это Дарт Вейдер. Так что работает замечательно. Следующий пример также из Звездных войн. Вот такой вот ситх. Здесь я добавил Звездные войны, концепт-арт и постер. И вот такой вот результатик. Очень даже красивенько получилось. Ну и наконец самая важная и интересная часть этого видео, ради чего все собственно и затевалось. Не нужно пугаться этого монстра, сейчас расскажу и объясню, как все работает и устроено. Весь техпроцесс разбит на модули. Первый модуль — загрузчики. Здесь находятся загрузчики основных моделей. Во втором модуле мы подгружаем модели лора. Их можно добавлять в любом количестве. Главное помнить, что все они подключаются последовательно из одной в другую и на выход. Также их можно как включать, так и выключать. Оставим одну включенной и две выключенные. Еще один модуль я назвал LinkSet. Здесь находятся ноды Reroute, собранные в одну пачку. Их можно скопировать и сделать для них отдельную группу. Назвать их точно таким же именем. Их можно двигать, а чтобы не сдвинуть их случайно, их можно зафиксировать, нажав на кнопку Pin. После чего внутри группы их нельзя подвинуть, но всю группу можно двигать. Таким образом легко соединять большие модули. В третьем модуле, я его назвал первая генерация, происходит основная генерация изображения. Также здесь же мы загружаем изображение исходное. Здесь я использовал такое изображение. Если картинка маленького разрешения, ее всегда можно подогнать. Для этого у меня здесь есть нода Upscale Image. Здесь можно указать точное значение генерируемого изображения. Можно использовать как исходное разрешение, так и подогнанное. Для этого есть switch, который переключает 1, 2, где 1
это прямое разрешение исходного изображения, а 2 это уже подогнанное. Мы будем использовать уже подогнанное разрешение. Далее я модифицировал нашу установленную ноду. Добавил, точнее вывел из нее два отдельных, сделал инпута. Blip Caption Prefix и Exclude Terms в отдельные ноды. Для того, чтобы легче было писать промпт и негативный промпт, который используется в префиксах и исключениях, а не писать их в неудобном окошечке. Далее здесь также присутствует негативный промпт, и также у нас есть еще один switch, который переключает значение использования латентного изображения, которое мы можем брать как исходное по размеру, которое мы указываем в ноде empty_latent_image, так и можем использовать загруженное изображение, перегнав его в латентное состояние. Для этого есть switch, который переключает 1-2 значения. Это нам дает возможность использовать картинку, загруженную не только для генерации промпта, но и использовать ее также как референс для генерации изображения, если мы хотим прям повторять, либо немножко менять картинку таким образом. Следующий модуль я назвал Refiner. Здесь происходит улучшение качества изображения, сгенерированное немножко подгонка мелких деталей, для чего можно использовать дополнительный промпт. Его также можно подключать свитчом переключением 1-2, где 1 это использование предыдущего промпта, а 2 это использование нового промпта. После процесса Refine, исправления мелких недостатков, мы переходим к модулю Upscale, где подгружается Upscaler. Я не использовал SD Upscaler, а использовал для этого дополнительные ноды, где можно указать размер будущего изображения, то есть коэффициент масштабирования в числовом выражении. То есть если у нас здесь модель UltraSharp 4X, где 4 означает, что изображение по умолчанию увеличивается в 4 раза, масштабируется в 4 раза. Соответственно, единица будет означать, что мы подтверждаем значение в 4 раза и апскейлим в 4 раза. Но если мы укажем здесь значение 0,5, соответственно будет увеличено изображение в 2 раза. Если 0,25, то на 1/4. И здесь немножко другой вариант подключения дополнительного промпта, а собственно путем смешивания. То есть не свечом, а можно, если выставим мы здесь на 0, то использовать будем предыдущий промпт. То есть промпт из первой генерации. Если 1, то новый промпт. Соответственно 0,5 это будет смесь предыдущего промпта и нового промпта. И последний модуль. Модуль с результатами, где есть изображение первой генерации, далее исправление Refine и Upscale. Дополнительная четвертая нода используется для сравнения результата. То есть можно видеть до масштабирования и после масштабирования. Давайте посмотрим, как весь этот монстр теперь работает. И я буду показывать, чтобы вам было удобнее, сначала те изменения, которые я буду вносить, и потом буду показывать результат, к чему это приведет. Зафиксируемся на модуле первой генерации и давайте сменим изображение. Будем использовать изображение маленького разрешения, то есть там примерно 512 на 512, я уже точно не помню. 564 на 564 пикселя. И соответственно, если у нас изображение квадратное, значит и выставим здесь размер квадратный. Пускай будет 1024 на 1024. Запустим генерацию. И я вам покажу уже результат. Так, результаты готовы. Давайте посмотрим. Почему-то нейросеть определила эту машинку как трактор. Вполне себе неплохо получился, конечно, трактор. Но нам необходима машинка. Нечто похожее
Как видите, я здесь не писал ничего дополнительно, кроме того, что это концепт-арт. И немножко добавил исключение 3D, реалистик, фото, фотограф. Это для того, чтобы избавиться от реалистичных изображений. Давайте переключимся теперь. Еще дополнительно будем использовать изображение в качестве референса. Не только от него промпт. Здесь мы переключаем на двоечку. Соответственно, latent у нас приходит из этого изображения преобразованного. Но теперь нам необходимо понизить denoise. Соответственно, чем меньше единицы ближе к нулю, тем более похожим будет изображение на исходное. Но мы же не хотим просто повторить изображение, мы хотим, чтобы оно изменилось. Для этого я всегда по умолчанию первым выставляю значение 0.65. А дальше можно уже менять плюс-минус, глядя на результат получившийся. Всё, больше ничего менять я не буду. Еще раз запустим генерацию. Очередные результаты готовы, давайте взглянем на них. Вот такая вот штукенция получилась. Это тоже мини-трактор. Можно посмотреть, как работает апскейлер. Давайте теперь это значение увеличим до 0.85. Не, давайте 0.8 поставим на 15. И запустим еще раз. Я уже сразу вижу, что этого значения недостаточно. Давайте увеличим. Пробуем поставить 0.9. Все равно оно делает трактор. Давайте напишем здесь, что это будет концепт-кар. А в негативный добавим трактор. Вот совсем другое дело. Но это уже слишком, конечно, машина поменялась. Вернем теперь значение на 0.8. Все еще сильно. 0.7. Вот теперь в самый раз. Давайте дождемся результатов. Хотя, нет, давайте еще раз. Пойдем, там что-то с колесами не так. Ну, вот этого результата мы дождемся. Все еще сильно большая разница. Мне не нравится результат. Давайте поставим 0.6. Вот теперь в самый раз. Подождем. Вот и подъехали результаты. И вот такую вот машинку мы получили на выходе. Напомню, на входе у нас была вот такая вот машинка, то ли трактор, непонятная штукенция. Давайте теперь нечто другое попробуем. Такое изображение. Оно тоже квадратное. Но теперь мы видим, здесь использовались в основном просто теги отдельные. Теперь поменяем значение First Beams на двоечку.
Соответственно, дадим возможность более свободно работать нейросети, то есть вот этой вот модели Blip. Она будет более свободно интерпретировать то, что она видит. Пока что опять переключимся только на промпт. То есть мы берем только промпт из этого изображения. Само изображение не используем. Точнее, масштабирование вот здесь вот мы переключаемся. Вот здесь вот мы переключаемся на латент. И вернем на единичку. Стоп. Концепт карт надо убрать. Оставим только концепт арт. Больше ничего не нужно. Все, ждем результата. Готово. Давайте посмотрим. И вот такую вот штукенцию мы сгенерировали, используя только промпт, созданный этой моделью. И как можете здесь вот убедиться, увидеть, что на двоечке при более свободном при большей свободе действия модель промпт пишет более аккуратно, что ли, то есть именно прям предложением, то есть четко описывая то, что находится на изображении. Но теперь давайте подключим это изображение в качестве латентного. Переключимся на двоечку. И здесь опять же понизим значение на 0,65. И запустим. Сильно похоже. Давайте все же теперь немножко добавим. Пускай будет 0,75. Мы же не хотим просто повторить это изображение, хоть и с изменениями. Вот это другое дело. Давайте дождемся. Есть результат, давайте посмотрим. И вот такое вот изображение нас ждет на выходе. Это при том, что вот такое изображение мы использовали. Ну, в качестве еще одного теста давайте я использую вот такое вот изображение. Переключимся на использование только промпта. И уберем вообще то, что мы писали. Не будем использовать вообще абсолютно ничего. То есть пускай модель полностью сама работает. Ну, за исключением, конечно, негативного промпта, который... Давайте запущу. И опять же дождемся результата. Ну и результаты. Вот так было интерпретировано это изображение. Конечно, нас это не устраивает, поэтому будем вносить правки. Напишем, что это будет у нас рисунок. Вернем концепт арт. Добавим character, персонаж и cartoon. Нет, давайте в исключение добавим фото, реалистик, фотограф, и RAW. Все.
Зафиксируем этот сид. Давайте запустим, посмотрим, что будет получаться. Уже намного лучше, но все еще не то. Здесь у нас и одежда какая-то желтенькая, а модель нам это не определила. Давайте вернем, поставим 4. И попробуем еще раз. Есть теперь желтенький рюкзачок. Здесь лишняя палка. Давайте сделаем рандомный все. Мы видим уже, что результат в принципе неплохой, поэтому я переключился и на рандомный. Появилась желтая в крапинку, но не рубаха, а кепочка. Давайте еще разочек. Вот теперь есть рубаха желтая в крапинку. Ну, что-то у него с ногами. Еще разочек. Зонт не в тему. Давайте уберем зонт. Еще в негативный промпт его пропишу, чтобы он больше не встречался нам. Ну, здесь теперь пальтишка желтая в крапинку. Ну, пускай будет. Давайте этого результата и дождемся. Ну и, собственно, результат. Вот такой вот лягушачий персонаж получился. Ну, собственно, желтая в крапинку одежда. Соответственно, если мы повышаем вот этот параметр Search Beams, более тщательно определяются акценты. Если мы поставим 6, давайте полной генерации ждать не будем, просто здесь в генераторе посмотрим. Я забыл был denoise вернуть на единицу, теперь вернул. Теперь у нас какая-то лягушачья мадам получилась. Вернем все-таки 4. Вот теперь то, что нужно. Как видите, вот этим параметром можно добиваться хорошего сходства просто одним промптом, без использования изображения. Ну а теперь давайте использовать изображение. Переключимся на латентность изображения. Опять же вернем на 0.65 denoise и смотрим. Вот как видите, сходство и в позе, и палочка точно такая же, потому что мы берем это изображение как референс и, соответственно, подкрепляем его промптом, сгенерированным по этому изображению. Давайте увеличим denoise до 8. Ну, теперь у нас уже совершенно другое изображение. Хоть поза осталась та же, но все элементы совершенно другие. Не будем ждать полной генерации. И теперь давайте еще посмотрим, как это работает с аниме. Используем вот такое вот изображение. Переключимся обратно на использование только промпта. Не забываем возвращать denoise в значение 1. И запустим. Берем. У нас все еще был включен концепт арт. Давайте напишем, что это у нас аниме. Character и картун уберем.
Вот у нас девочка сидит также на каком-то элементе крыши. И здесь. И держит кофе. Но изображение получается реалистичным. Давайте подскажем ему, что это аниме девочка. Вот это просто отличный вариант. Можно и дождаться результата. И вот он, итог последней генерации. Еще раз напоминаю, что данное workflow я выложу в телеграм-канале, а также на Patreon. Качайте, тренируйтесь, экспериментируйте. Надеюсь, что вам понравилось это видео, дальше будет только интересней. Рассчитываю на вашу поддержку, а на этом все. До новых встреч, пока-пока.